Василий Поленов. Что мы знаем об этом человеке? Передвижник, автор картин «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». И все? А на самом деле это был один из самых неординарных людей своего времени. Просветитель, визионер, первооткрыватель, русский европеец, чьи идеи живут до сих пор, открытиями которого мы пользуемся по сей день. Такие имена, как Мамонтовы, Левитан, Цветаева, Коровин, Головин и даже Станиславский, тесно переплетены с его судьбой. Насколько наследие актуально? Чтобы выяснить это, я собрал друзей и отправился в его дом, музей-заповедник Поленова. И вот мы здесь. А что получилось, смотрите до конца. Залезай в машину давай, поехали. В 1887 году по дороге в Крым из окна поезда художник Василий Дмитриевич Поленов увидел Аку и сразу попал под ее обаяние. У него родилась идея обосноваться в этих местах, построить дом и перевести сюда свою семью. Вместе с любимым учеником Константином Коровиным через 2 года Поленов вновь приехал на Аку, чтобы присмотреть землю для покупки. Земля нашлась в селе Бехово, где продавалось запущенное имение обедневшей помещицы. На деньги, вырученные от продажи картины «Христос и грешница», Василий Поленов купил 80 десятин земли и переехал с семьей во временно поставленный одноэтажный флигель. А рядом, по проекту художника, был разбит парк и начали строить большой дом. Вы даже не представляете себе, как там красиво. Летом 2020 года 4 друзей решили отправиться в Поленово, чтобы познакомиться с музеем-усадьбой, ее жителями и разобраться, кто такой Василий Поленов и что такое Поленово. На протяжении всего выпуска мы будем знакомить вас с главными героями этой невероятной поездки. Поверьте, все они являются не просто интересными людьми, но и очень творческими и самобытными мастерами своего дела. Но обо всем по порядку. Устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь удивляться. Будет круто. Очень круто. Поехали! Подписывайтесь на штаб культуры. Вступайте в ряды культурных людей. Вот это вот хорошо. Ну такое. Поленово – это место, в котором много всего сходится. И это вот, знаете, что самое важное? Почему семейные традиции важны? Все, что Поленов придумал, что было для него важно, сегодня продолжает существовать в усадьбе. В течение 128 лет семья Поленовых никогда не расставалась с домом. Сохраняли, оберегали, отстаивали. Но главное – доделывали все, задуманное Василием Дмитриевичем, что требовало больше времени, чем, увы, дает человеку его земное существование. Привет. Да. Привет. Доброе утро. Встреча. Я, как это ни парадоксально, сравниваю Поленово с Центральным парком в Нью-Йорке. Идея та же самая, то есть место, на котором не было ничего. И которое появилось полностью по воле и по желанию одного человека. Так же, как и с Центральным парком в Нью-Йорке, кажется, что этот город вырос вокруг леса. Однако, несмотря на то, что парк выглядит очень натурально, практически все ландшафты созданы вручную. То же самое и с территорией Поленова. Весь архитектурный ансамбль был полностью построен по проекту одного человека – Василия Дмитриевича Поленова. Привет, ребята! Очень здорово, что вы приехали сюда, в музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова. Мы находимся в доме, который был построен по его проекту, и в котором с 1892 года жила его семья. Поленов спроектировал этот дом как дом-музей. Это очень важно понять, потому что мы привыкли к огромному количеству всевозможных
мемориальных музеев, домов, которые стали музеями после смерти тех, кто в них жили, да, такие мумифицированные объекты. Но этот дом был создан как дом-музей. Это изначально его идея и его концепция. Полено был великий просветитель, поэтому он хотел, чтобы все, кто приходили сюда, не только гости из столиц, аристократы, знаменитые художники, а здесь бывал весь цвет петербургской, московской публики конца 19-го, начала 20 века, но и беховские крестьяне, их дети, приходя сюда, видели нечто прекрасное, что было бы систематизировано. Наталья, расскажите, пожалуйста, что значит быть Поленовой? Я готовил вопросы, я хотел вас порадовать. Я просто каждый раз думаю, как это не просто, быть детьми, я не знаю, дипломатов, детьми принца. Представляешь, какого принцу Чарльзу, как себя вести? За тобой, стоит столько всего. Истории, культуры. А как при этом не остаться снобом, который держит дистанцию и носит маски? Наверное, то, что на моей семье... Я не могу сказать, понимаете, вы меня спрашиваете, что значит быть Поленовой? Но я просто себя воспринимаю как обычный человек, понимаете. Я мать двоих детей, я жена своего супруга и стараюсь все-таки свою эту человеческую миссию, наверное, во-первых, выполнять достойно, во-вторых, как-то, все-таки держать в приоритете. Поэтому я просто обычный человек, обычная женщина. Наталья Поленова, директор музея-заповедника Поленова, представитель древнейшего русского дворянского рода. Наталья Федоровна, 4-е поколение семьи Поленовых во главе музея-заповедника. Много лет прожила во Франции, где закончила магистратуру школы Лувра. Они люди простые в хорошем смысле этого слова. Не простые, потому что они делают руками, а простые, потому что они не создают лишних этих границ между людьми. А это значит, что, опять же, они открыты всему новому. То есть, помимо, мы когда там немножко пообщались, я говорю, вы знаете, я никогда не рассматривал семью с такой точки зрения. Мы когда ехали, я помню, еще рассказывал, я спрашивал ребят, кто из вас знает своих прадедов, прапрадедов, их имена, их братьев, сестер, имена их детей, где они родились. Понимаешь? Даже есть семьи, которые там что-то один схватил, второй, третий, они все дома, все едят. Нету семьи. Все не сплочены. Да. Понимаешь? Это очень важно. Я к ребятам прихожу, там накрытие стола — это праздник, попасть в дом — это привилегия. Важнейшая вещь для семьи Поленовых – это продолжение рода. Продолжение рода не в том смысле, в каком ты сейчас подумал, а в том смысле, в каком продолжается самое важное, что есть в жизни. Передаются знания из поколения в поколение, передаются ценности. Конечно, ответственность, возложенная на меня моей семьей, она очень почетная и очень сильно давлеющая. Половину жизни я ей скорее сопротивлялась. Со всей страстью подростковых изменений, гормональных подростковых изменений. Я сопротивлялась ей, а потом просто с ней свыклась. И это уже такой вопрос, меня папа все время за это так немножечко, он говорит, ты должен знать, это помнить, это родовая память, это ДНК генетическая, кто ты, чего ты рода, порода, что такое родина, понимаешь, что такое твой дом, семья твоя, где находится. Это большая работа, большая ответственность, очень тяжелый труд. И я стараюсь выполнить его так, как могу, по мере своих сил. Нас так легко разделить словами раса, национальность, понимаешь, там еще что-то. Русский ты или россиянин, знаешь, эта вечная тема. И эти люди, на самом деле, они знают гораздо больше, чем нам кажется, да, только потому, что у них есть знание своего рода. А это значит... начало 17 века привести. А это значит, ребята... Конечно, 7 род Поленовых известен с начала 17 века. А это значит, что у него есть возможность подключения к ноосфере, к своим предкам. Как кто бы ни говорил, пускай там кто-то говорит, что дуб лукоморья зеленый, кто-то еще чего-то. Это очень круто. Но на самом деле, порядка 15 поколений. когда он знает с 15 поколений своих предков, у него сила всех этих предков приумножается в нем, во всем.
И самое удивительное, что мы обычно, когда слышим такую фразу, вот передача ценностей, да, там какие-то традиции, мы думаем о ценностях патриархальных и консервативных. На самом деле семья Поленовых была всегда в высшей степени либеральной, и оказывается, это тоже можно передавать по наследству. Либеральные традиции тоже существуют. Просто мы в России порой об этом забываем. Поленов, понимаете, мы привыкли видеть его как известного художника, автора «Московского дворика», автора большой картины «Кто из вас без греха», которая хранится в Русском музее, но и также других картин, которые хранятся в Русском музее. Мы знаем его как живописца. Почему мы знаем его как живописца? Потому что все его произведения, многие его произведения, были воспроизведены в букварях, в детских книжках, в учебных пособиях. И несколько его картин стало абсолютно эмблематично. Здравствуйте! Мы с вами сегодня в зале Василия Дмитриевича Поленова. Мы поговорим о разных картинах, разных периодов. И начать я бы хотела здесь, у одного из его ранних произведений, которое Поленов написал, будучи во Франции, во время своего пенсионерского путешествия. Мы продолжаем наше волшебное путешествие по усадьбе Василия Дмитриевича Поленова. И сейчас мы находимся в Пейзажной, где старший научный сотрудник музея-заповедника Елена Лазарева расскажет нам все об этой замечательной картине, которая называется «Золотая осень». Лена, презентуйте. Да, спасибо. Здесь собраны работы, написанные Василием Дмитриевичем, которые относятся к чистому пейзажу. У него будут учиться ведущие художники Коровин, Головин, у него будет учиться Левитан. И он, в свою очередь, будет учиться у своих учеников. Вспомните Левитана с его «Золотой осенью». Особенно поздняя «Золотая осень» Левитана, она такая очень яркая, эффектная. Как мы с вами видим, на картине нет места человеку. И здесь, конечно, в этой комнате привлекает наше внимание картина, одна из известнейших работ Василия Дмитриевича «Золотая осень». Эта картина написана в 1893 году здесь, в усадьбе Барок, когда дом-музей уже был построен. И на картине изображена река Ока. Вот здесь тоже вроде бы что-то такое осеннее, но не слишком яркое. Дело в том, что, как мне кажется, вплоть до конца XIX века художники писали так, как их учат. То есть вот их научили, что цвета должны быть такими. И если мы с вами войдем в картину, пройдем ее глубь, поднимемся к горизонту, мы с вами окажемся в Беховской церкви. Но этой церкви на данный момент не существует, но рядом стоит другая церковь, построенная в 1906 году по проекту Василия Дмитриевича. Лен, вот ты сколько здесь лет работаешь? Я работаю в музее 3,5 года. 3,5 года – это уже большой срок. Какая твоя любимая картина у Поленова? И вот только в конце XIX века художники получили свободу смотреть на мир своими собственными глазами. И открылась тогда настоящая золотая осень. И если посмотреть на какие-то осенние пейзажи Поленова уже 90-х годов, более поздние, это вот 74-й год, то, конечно, они будут гораздо более яркими. Вот такими именно в духе позднего Левитана, тоже 90-х годов. Вопросов любимая картина. Ну да, это... Мне кажется, я не могу выделить одну единственную. Но если посмотреть на рисунки, то они все без исключения такие. И цвета тоже какие-то определенные условностями. Даже не зная дети, не зная историю или жизнь художника Поленова, «Московский дворик» или «Золотую осень» знали все. Там «Заросший пруд» и «Бабушкин сад». Абсолютно. Это вот такие 4 картины, которые знали все. Вы знаете, что «Заросший пруд», самый главный, самый первый, находится в Третьяковской галерее. У нас повторение. Действительно, художники очень часто повторяют какие-то свои знаменитые произведения. Это не копии, как многие думают. Когда написана картина рукой самого художника, это оригинал. Ну, вот у Куинджи могло быть до 40 вариантов одной и той же картины, и все это абсолютно оригиналы. Дим, а подожди, я тебя спрошу вопрос. Все-таки изначально Поленов же был историческим художником, он же закончил Императорскую академию искусств и предполагал, что он будет писать картины на исторические религиозные сюжеты. Вообще, действительно, для аристократов художество – это всегда было лишь увлечение. Если же говорить об иерархии жанров, вот, которая существовала, ну, она появилась где-то у нас к XIX веку.
Ведущий жанр – это историческая картина. Художник пишет историческую картину, ему заказывают портреты. Портреты кормят художника. Портрет, ну, тоже вроде бы жанр неплохой. А вот пейзаж – это третьестепенный жанр. Ну, как предполагалось, просто пейзаж был низшим классом, да и вообще им как-то заниматься было не очень принято. Конечно, он писал исторические картины и писал их всю жизнь. Вообще, во второй половине XIX века, это тоже очень интересно, очень много было сюжетных картин. Они напоминают чем-то современные фильмы. Ну вот посмотрите на жанровую картину, бытовую, там какая-то мелодрама может происходить. Если посмотреть на историческую картину, это будет исторический фильм. Ну и вот такие фильмы, картины-фильмы, они были популярны. Как говорил, кстати, ученик Поленова Коровин, что коровинский класс пейзажный в Московском училище, его невысоко ценили, говорили, ну что вы там, чем вы занимаетесь? Цветом, колоритом? Колорит – это для усложнения глаз. Нужно на самом деле больше на сюжете концентрироваться. Пейзаж каждый дурак написать может, говорили в Московском училище, это в конце XIX века. Пейзаж – это тра-ля-ля, как написано в воспоминаниях у Коровина. Вот. Ну и, конечно, поскольку пейзаж – это вот такой третьестепенный жанр, Поленов всегда стремился написать историческую картину. И вот сейчас мы немного об исторических картинах поговорим. Супер. Однако здесь есть очень интересная картина, который напоминает нам, что звание академика Поленов получил за картину «Арест гугенотки». Это будет его отчетная картина. Каждый художник, вообще, который ехал за границу в пенсионерскую поездку, он должен был прислать некий отчет. И, как правило, одна или несколько картин являлись этим отчетом. Конечно, главный его отчет – это «Арест гугенотки», ну а дальше там этюды, небольшие произведения. В общем, за все это Поленов и получит звание академика. Правосудие свершилось, видишь, такое немножко, такое вот чуть-чуть. Типа, так будет с каждой, понимаешь, что попрал власть короля. На самом деле это очень интересно. Вот тебе исторический сюжет. Самый знаменитый его, конечно, это 86 картин из библейского, евангельского цикла. Ну и знаменитая картина «Кто без греха», известная нам как «Христос и грешница». Друзья, самая главная точка нашего визита, в общем-то, вот здесь находится. Это то, ради чего мы проделали 12-часовой путь, чтобы насладиться, увидеть своими глазами потрясающую картину, которую художник придумал и назвал «Кто без греха», а сейчас он называется... Сейчас эта картина называется «Христос и грешница». Это полотно, здесь оно представлено в виде эскиза черно-белого угольного, а то, что находится в Русском музее, это и есть окончательная версия. Ну вот большая картина. «Христос и грешница». Это полотно, оно, конечно, для Поленова сыграло огромную роль. Огромную роль. Это, наверное, главная картина его жизни. Не в том смысле, что, например, она самая красивая, или самая любимая, или самая прекрасная. Нет, не в этом смысле. Или самая дорогая, 30 и тысяч самая рублей. дорогая, и так далее. Нет, не в этом смысле. Эта картина разделила жизнь Василия Дмитриевича на до и после. На самом деле считается, что задумал писать нечто подобное еще в 14-летнем возрасте. К написанию этой картины Василий Дмитриевич готовится долгие годы. Для этого он совершает дважды путешествие на восток, по восточным странам. И в это же время выходит в 60-е годы книга Эрнеста Ренана под названием «Жизнь Иисуса». Нельзя сказать, что это было какое-то настоящее исследование такое научное. Он просто поехал вот в Палестину по местам как раз, где и ходил когда-то своими ногами Иисус. Он читал Евангелие, и он внимательно их осмыслял. Здесь на картине мы с вами видим сюжет, взятый из 8 главы Евангелия от Иоанна. Именно в Евангелии от Иоанна описывается вот этот вот случай с Христом и грешницей. Ну, сюжет библейский, я его просто напомню в двух словах. Перед нами с вами разъяренная толпа, которая ведет женщину на суд Христу. Стали спрашивать, что с ней сделать. Поступить жестоко, как это учит закон. По законам Моисея, тот, кто согрешил, должны были закидать камнями. Либо поступить тогда, как учит Христос. То есть он учит быть всех добрее. Христос сидит с посохом в руке, окруженный своими учениками, и толпа задает ему такой вопрос: «Что прикажешь нам с ней делать?» Если отпустить ее, то это значит нарушить законы, данные Богом и пророком Моисеем. На что Христос отвечает: «Кто из вас без греха, первый кинь в нее камень», и опускает голову.
Да и безгрешных людей не бывает, поэтому женщину пришлось отпустить. Но перед нами остался один человек без греха — это Христос. То есть этими словами он дал себе право кинуть в нее камень. Но он этого не сделал. Это следующая ступень истины. Где нет греха, нет зла. Там есть только любовь. Когда Поленов работает над этой картиной, в общей сложности от первых этюдов, которые он создает, до того момента, когда он представляет картину на выставке, проходит 15 лет. Ни много ни мало. Нам сегодня Лена рассказывала об этой картине. А какая картина, любимая Василия Дмитриевича, у вас? Вообще многие думают, что если картина большая по формату, то художник вот сидит и пишет ее кисточкой до бесконечности все 15 лет. Нет, вот именно сам замысел, подготовительная работа, все это занимает очень-очень много времени. Как и сейчас, так и, в общем, всегда, мне всегда был близок его восточный цикл. И то, что вот мы сидим рядом с картиной «Кто из вас без греха» или «Христос и грешница», как ее называют, это, так сказать, в этом есть для меня какой-то смысл. Вы знаете, просто чтобы уйти от слова «любимое», да, потому что когда... Да, вот понимаете, да, потому что любимых, мне кажется, вообще, вот когда говорят «любимое блюдо», «любимая картина», такого не бывает, просто это нереально. Я правильно понимаю, что это было изначально, то есть заготовка под этюд, чтобы написать его маслом как положено? Да, холст был загрунтован специально под живописный вариант, и Василий Дмитриевич изначально не рассчитывал писать картину углем, он сверху хотел наложить масло. Но в итоге, проработав картину по всем правилам работы углем, Василий Дмитриевич оставляет этот вариант картины и уже на другом холсте пишет живописный вариант. И он представляет эту картину на передвижной художественной выставке. Что еще интересно, на этой передвижной художественной выставке были критики, цензоры, и когда туда пришел цензор, внимательно все работы осмотрел, он сказал: нет, картина это какая-то хорошая, конечно, но она политически подозрительная, тем более Поленов ее так и назвал: «Кто из вас без греха?». В этом сразу же увидели политическую сатиру. Поэтому был вопрос, показывать эту картину на выставке или нет. Ну, в общем, она там висела, находилась, такая большая достаточно по формату, шило в мешке не утаишь. И туда пришел император Александр III. Александр III приходил всегда за день до официального открытия выставки. Почему так было? Потому что очень часто картины покупал Павел Третьяков. Чтобы, чтобы как-то вот иметь возможность выбрать самостоятельно произведение, ведь Александр III – это коллекционер, важнейший коллекционер русского искусства. Именно коллекция Александра III стала основой Русского музея. Вот он приходил на выставки на день раньше и выбирал произведения, которые ему нравятся. Стоит сказать, что Третьяков эту картину уже видел, и он предложил Поленову за нее 20 тысяч рублей. Он сказал, что 24 тысячи дать готов, но если император купит за большие деньги, то, в общем-то, он на это согласен. И вот император приходит на выставку, великий князь Владимир Александрович, который курировал Императорскую академию художеств, он подходил к Поленову и сказал: вы знаете, я вашу картину вообще не хочу императору показывать, она выглядит слишком политически опасной. Но когда Александр III приходит на выставку, он останавливается перед картиной, внимательно на нее смотрит, о чем-то там говорит с великим князем, и в итоге приходят к Поленову и говорят, что император ее покупает ни много ни мало за 30 тысяч рублей. Поэтому в любом случае император Александр III обходит Третьякова. И для Поленова это было очень важно, потому что картину хотели запретить к показу. Ее точно не хотели публиковать в каталоге выставки передвижной. И, конечно, если эту картину покупал император, то все пути открыты. Картина теперь везде печатается, она оставляется на выставке. Кстати, если бы ее купил Третьяков, картину могли бы запретить к показу. Как это было с картиной «Иван Грозный, сын его Иван» Репина. Долгое время ее не показывали. Но единственное, что делает Александр III, он по-другому называет эту картину. И называет эту картину «Христос и грешница». А потом уже в музее императора Александра III, вот когда открывается наш русский музей в 1898 году, картина называлась «Христос и блудная жена». Вот против этого Поленов был категорично, однозначно против, потому что он говорил, эта женщина согрешила всего лишь один раз, поэтому блудной женой
ее называть не стоит. Мне все время хотелось поехать туда, на Святую Землю, и увидеть, правда ли все так, как описал Василий Дмитриевич в своих картинах. Действительно ли он, пройдя следами Иисуса Христа, вот это все увидел, вот как это все изменилось, насколько это соответствует действительности, и что сейчас происходит на том месте, на котором была написана эта картина. Я совершила эту поездку, которая тоже разделила, в общем, в какой-то степени мою жизнь на до и после. Сошлось что-то? Ну, об этом снят целый фильм «Евангельский круг» Василия Поленова. Дом на Оке сразу замышлялся Поленовым как музей. Не музей своего имени, наполненный собственными работами и сувенирами из многочисленных поездок. Нет. В основе его идеи – показать прежде всего окрестным крестьянам и их детям всю историю мирового искусства. От античности до современности. А ведь работы передвижников, которые многим сегодня кажутся старомодными, и были тем самым современным искусством. В доме есть древнерусские и средневековые вещи, а также работы друзей и учеников – Левитана, Репина, Коровина, Васнецова и, конечно, самого Поленова. Сам Василий Дмитриевич учился у выдающихся людей, прежде всего у Павла Чистякова. Сейчас я хочу пригласить вас в главную комнату этого дома, самую парадную, самую большую комнату с камином. Она называется библиотека. Это По-петербургски. По-петербургски, да. Старинное ударение, принятое в XVIII веке. А я вам уже рассказывал, когда мы вчера с вами ехали в автобусе, что Поленов происходил с семьи петербургской интеллигентной аристократии. И его дедушкой был великий архитектор Николай Львов, но поскольку он рано умер, то его бабушка воспитывалась не в семье Львова, а в семье Гаврилы Романовича Державина, ближайшего друга архитектора Львова. Кто забыл, кто такой Державин, обращайтесь к антологии русской поэзии XVIII века и к школьной программе. Большая часть работ в библиотеке подарены, а не приобретены. Подарить работу в музей Поленова было честью, а обменяться этюдами после совместной работы – радостью и непременным ритуалом. Здесь, в этой комнате, собраны произведения Константина Коровина, его любимого друга и ученика. Здесь есть этюд, работа Репина к одной из его первых больших работ. Внимательный и неревнивый к чужим успехам, Василий Дмитриевич понимал, что не сможет догнать своих учеников, Левитана с его пейзажем, Коровина, первого русского импрессиониста, и всячески их поддерживал. И не только советом или деньгами. Он защищал их на съездах передвижников, которые со временем стали академичнее академистов. Поленов был человеком, который не жалел сил для того, чтобы знали его искусство, чтобы открытия, которые были ему известны, они были известны другим. Он бы очень удивился, если бы узнал, что вот он, он не был бы тем человеком, который мне принадлежит право открытия чего-то. Это ему не по характеру. Его характер в том, что увидеть, понять, почувствовать. Если я сам не могу это делать или нести в будущее, значит найти тех, кому это дать, и чтобы они это дальше в будущее несли. Вот такой был человек, щедрый без сомнений. Такой был человек Василий Дмитриевич Поленов. Без этого человека просто художник Поленов, автор Московского дворика для многих. Ну, как бы круто, ну, Третьяковка, ну, здорово, спасибо большое. Потрясающие люди. А оказалось, что без него современного театра, ребята, в который вы ходите, его могло бы не быть. Ездили в музей усадьбы Поленова. Была когда-нибудь там? Нет, к сожалению, не была. К сожалению, не была. На самом деле, к сожалению, потому что место потрясающее. Янко Алексей. Актер театра и кино. Один из ведущих артистов театра эстрады имени Аркадия Райкина. А также незаменимый голос штаба культуры. Потрясающая усадьба и очень интересная семья с долгой историей. Да. И вот глава семьи Василий Дмитриевич Поленов, тот самый художник, вот, реформатор. Очень много нового интересного я узнал. На самом деле он имеет отношение к театру тоже. Как мы уже знаем, Поленов был настоящим просветителем. В селах Бехово и Страхово он построил по церкви и по школе.
А в Страховской школе была разборная сцена и был свой театр, потому как художник считал именно театр лучшим инструментом просвещения. Все это началось в Абрамцеве, где ближайший друг Поленова, меценат Сава Мамонтов, помимо многих своих инициатив, создал домашний театр, в котором Василий Дмитриевич отвечал за художественную часть. С Мамонтовым Поленов подружился еще в Риме, куда приехал юным пансионером, получившим золотую медаль и пансион, то есть содержание от Академии художеств. Мамонтов был страстным театралом и дружил с лучшими художниками. В этом театре выступали все – члены семьи, Шаляпин, а родственник жены Константин Алексеев, будущий Станиславский, вырос там и начал ставить спектакли. Из этого домашнего увлечения выросла частная опера Мамонтова, где раскрылись таланты многих звезд, начиная с того же Шаляпина. Без него невозможен был бы и МХАТ, который позже создали Станиславский с Немировичем. Поленов был едва ли не самым активным участником постановок в домашнем театре его друга Савы Мамонтова и предложил новаторский подход к декорациям. Отказ от кулис и сцены, захламленной бутафорией, в пользу одного задника, написанного с применением законов перспективы. Идеи Поленова пригодились и в частной опере Мамонтова, где блистал Шаляпин, и в спектаклях МХАТа, и позже в постановках Дягилева. Оттуда же вышли русские сезоны, где многие ученики Поленова работали декораторами. Один из них – Александр Головин, который после успешной работы с Дягилевым стал главным художником всех императорских театров. Современным языком коллаборации всех искусств. Кто знает, как бы мы сейчас играли на сцене, если бы не его знаменитые задники. Спасибо, Василий Дмитриевич. При такой тяге к театру неудивительно, что Поленов на свои деньги, заручившись поддержкой одного из Морозовых, купил землю на Зоологической улице в Москве и лично спроектировал Дом народного просвещения академика Василия Поленова. В широком смысле участниками театральной лаборатории были почти все Поленовы, обладавшие талантом к рисованию, декоративно-прикладным искусством и вообще умевшие многое делать руками. То есть получается, что для Василия Дмитриевича сцена – это была площадка, которая собирала практически все, если не все виды искусства. Это лаборатория театральной жизни, где энтузиасты с фабрики или из приходской школы могли взять все для своих постановок, была революционным, по сути, учреждением. Все, что сделал Василий Дмитриевич Поленов для театра, а за ним сделали Головин, Бакст, Гончаровы и другие, это не то, чтобы он что-то изобрел новое. Он просто почувствовал, что надо. И ввел людей, чтобы они учились, смотрели, развивались. Я думаю, что современный театр, он, наверное, без Поленова бы просто бы зачав. Я думаю, что на самом деле просто кто-то другой был. Ты знаешь, очень много вещей кто-то должен был бы придумать. Это правда. Но придумал-то Поленов. Театр – это важно. И Василий Дмитриевич Поленов это понимал. Усадьба Поленова. Здесь 128 лет живет одна семья. Семья Поленовых. И мы приехали сюда, чтобы вдохновиться в местной природе. Природа Тульской области. Дмитрий Туркан – многогранный флорист, создающий проекты на стыке ремесла и арта. Практикующий преподаватель с сотнями учеников в разных уголках мира. Я до поездки непосредственно в поместье вообще ничего не знал. Признаюсь, ехал чисто за компанию. Понимал, что место какое-то должно быть волшебное, тем более в сфере событий этого года. Захотелось в путешествие. И, как оказалось, это было одно из самых ярких путешествий этого лета. На территории усадьбы, слева от Тарусской просеки, есть удивительное место, где почти круглый год цветут самые разнообразные цветы. Восхищенная его цветочным убранством, семья Поленовых дала месту название Уборова гора. Нет, на самом деле, я когда шел, столько цветов, и я действительно никогда не видел такого количества цветов. Итак, Надежда, вот задачу мне такую поставили, сделать композицию. Как вы там называете правильно место? Библиотека. Библиотека, да.
Ну, Насколько- там большой стол с синей скатертью, и, соответственно, ну, как вы представляете себе этот букет? Я представляю его... Потому что там разные бывают букеты, и в основном из тех цветов, которые растут в окрестностях. Сама идея цветов Полина очень близка. Здесь всегда старались высадить невероятные цветы. Вот я тебе пришлю фотографии черно-белые 10-х годов, где клумбы с цветами у аббатства. Там эти деревья, они очень любили растения. Давайте вернемся вот к традиции цветов в музее, в доме прямо, да? Вы начали говорить, что... Ну вот если взять, допустим, старый семейный альбом, то на многих фотографиях видно, что цветы стоят и в кабинете у Василия Дмитриевича, и в Поленовской большой библиотеке на этом столе. Причем в вазе, которую вы видели, смотрели на нее как экспонат, у нас есть ваза, сделанная Врубелем в Абрамцеве, подаренная Василию Дмитриевичу. Но в ней когда-то стояли просто цветы в библиотеке. Она Ну, не а была... ваза-то для цветов. Ну, конечно, она же не была экспонатом. Они очень любили растения и всегда старались удивить чем-то. Это вообще нормально. Постоянно приезжают гости. Удивить чем-то гостей. Какими-то цветами, кустами, деревьями и так далее. Тогда все-таки было больше многоцветия, нежели Было сейчас. больше раньше, больше да? было цветов, да. Даже у нас в парке было гораздо больше цветов. Ну, полевых, не Поле- культивированных, Нет, которые нет, вот так нет, вот росли нет, в поле. Нет, нет. Самых обычных, которые мы с вами каждый день, может быть, видим, если вы где-то на даче у своих друзей или у себя, и идете погулять, и вы видите эти цветы. Ну, то же самое и здесь. И Создается приятно. ощущение, что как будто вот только хозяин дома вышел Да. искупаться в И реке. главное, что это приятно тем, кто приходит в наш музей. Мы же это не только делаем для себя, для собственного удовольствия, но плюс еще для многих посетителей. У нас огромное количество бывает в музее. Какое замечательное желание удивлять людей. То есть тебе приезжают дорогие твоему сердцу люди, и ты для них хочешь сделать приятное. Это же вообще такая редкость нынче. В обществе потребления и тотального эгоизма, когда вот все себе, себе, себе. Фатального эгоизма. Абсолютно. Фатального. То когда тебе хочется сделать приятное своему гостю, это, наверное, такое, знаешь, опять же, высший уровень, наверное, развития. Когда я говорю про просветителя, Да. наверное, вот в этих мелочах они себя и выдают, эти Поленовы, понимаешь? Главное, дом жив традициями и продолжением традиций. Это немаловажно. Поэтому, когда к нам приходят в музей, говорят, что у вас не музей, а у вас дом. Дайте музей. Нет, никто музей не просит. К сожалению, некоторые дома превратились в выставочные залы. Дома бывшие, как музей. Да, усадебными, которые были. Очень жалко, потому что атмосфера... Потому что хочется атмосферы, жизни хочется той. Теряется, жизни хочется. Уважение к тем людям, которые там когда-то жили. Вдохновившись местной флорой, я собрал вот такой вот букет, который будет стоять в центре стола библиотеки, напротив камина. Друзья, приглашаю вас посмотреть, как это будет выглядеть в интерьерах этой прекрасной усадьбы. Это что для меня волшебное? Это место у меня будет связано с цветами. А цветы это в моей жизни занимают одну из первых ролей. Это просто это отдельная программа. Вот увидишь, возможно, очень скоро у нас будет программа, мы хотели с Димой делать, но попозже, про флористов, вообще про то, как это воспринимается. Это вообще в моей жизни удивительное счастье. Меня окружают талантливые, классные люди. Потрясающе. Это можно назвать поленовским букетом? Что такое поленовские букеты? Ну, конечно, это можно назвать поленовским букетом. Во-первых, потому что у нас в
Поленове всегда стоят на столах букеты во всех комнатах музея. Их когда-то собирала и составляла Екатерина Васильевна Поленова, дочь художника Поленова, и Ольга Васильевна Поленова, дочь художника Поленова. То есть они, наверное, я думаю, что для Екатерины Васильевны, Ольги Васильевны это все-таки был не музей, это был их собственный дом, родной дом, в котором они выросли. И поэтому, когда вы приходите к себе домой, у вас стоят цветы. И поэтому дочкам Поленова тоже хотелось, чтобы в их доме стояли цветы. Но еще очень важно, что отец Натальи Васильевны Поленовой, урожденный Якунчиков, Василий Иванович Якунчиков, у него тоже во владении было несколько текстильных мануфактур. И потом, когда Поленов создавал уже свой дом и создавал здесь вокруг вот эти вот эспланады и просеки и так далее, он всегда говорил, что газон перед домом должен быть похож на дедушкин ситчик. Это как раз вот эти вот, это вот эти вот цветы, кстати, между прочим, то, что сейчас, мне кажется, называется стилем Либерти. Как раз большой такой лондонский универмаг Либерти, он продает как раз вот эти вот ткани с с большим количеством цветов, такие паттерны цветочные. А тогда это вот как раз это был ситец, которые производили эти мануфактуры, и для Василия Дмитриевича Поленова было важно, чтобы газон был как дедушкин ситчик. Вот мне кажется, вот этот букет, он очень похож на дедушкин ситчик, потому что здесь очень много всяких цветов разных. Это полевые цветы, это цветы с наших лугов, поэтому они, наверное, поленовские, да, это поленовский букет. А на Новый год делают какие-то особенные изделия из На Новый год? Да. Нет. Нет. Особенное в нашем доме – это новогодний праздник для ребятишек. Так, мы начинаем. Когда-то Даже сейчас проводится. Да, Василий Дмитриевич устраивал праздники для своих детей, потом дети подросли, и они решили взять все в свои руки. Жить гладко, здесь сладко. Здравствуй вам, Андрон Кузьмич. Век, да еще 100 лет. Где пировать, там и пиво наливать. То есть они сочиняли пьесу сами, играли сами. Василий Дмитриевич приходил только на премьеру. Вот уникальный, конечно, театр новогодней елки. Вот представляете, какая была гордость родителя, когда он сидел в библиотеке, это в библиотеке все происходило, и происходит сейчас. И посмотреть, что сделала его мелочь, что она смогла уже сделать, подросшая. Водитель у нас Наталья Николаевна Громовина. Приезжают сюда люди, которые уже Москву воспринимают как просто город, в который можно съездить, и они живут здесь. И начинают здесь воспитываться и ходить в школу их дети. И это все вокруг музея, потому что у них есть возможность сходить, посмотреть театральную постановку, сходить на концерт, привезти гостей в музей, дети поработать с мастерами, устроить детский праздник. Это жизнь. Не каждый городской житель может этим похвастаться, а у них это есть. А если они еще к тому же заведут коровку, так это будет нормальное молоко. Знаете, это все настолько взаимосвязано. А организовать пространство может вот музей-заповедник. Развитие русского интерьера конца XIX века невозможно себе представить без вклада семьи Поленовых в убранство оного. Сестра Елена Дмитриевна Поленова создала уникальные мастерские в Абрамцево, в которой учились крестьянские дети ремеслу. Ремесло – это то, что поднимает нас над обыденным, и мне бы лично хотелось, чтобы в сегодняшней России ремеслу обучались. Например, не просто сидели в ТикТоке или стояли вдоль шоссе в красивом розовом костюме в ожидании грибов, а еще и сделали что-то хорошее. Например, научились резать ложки или яндовые, делать полочки.
делать табуретки, наконец, лавочки. И вот, конечно, Поленовы в совершенстве этого дизайна были абсолютными авторитетами. Мне, например, в детстве приходилось собирать многие абрамцевские изделия, потому что в свою пору, в советскую эпоху, многое выкидывались на помойку, и мне часто попадались очень красивые аптечки, которые были сделаны в Абрамцево. Они в свое время стоили каких-то денег, их даже продолжали делать в советское время, в 20-е годы. Были даже выставки международные, где эти аптечки, где эти кружечки, шкатулки абрамцевской работы привозились. И мне бы хотелось, чтобы вот такой вклад в русский интерьер продолжался, потому что когда сувениры приходится заказывать в Китае, мы сами палец о палец ничего не можем сделать. И максимум, что мы можем предложить, что-нибудь пластиковое или магнитик на холодильник, тоже неплохо. Я бы хотела, чтобы работа с деревом, которую инициировала сестра Поленовых, желаю, чтобы мы сегодня тоже могли похвастаться хоть каким-то отечественным сувениром в русском стиле. Не только Хохломой, не только Мстёры, не только Федоскина, но и изделиями, которые своими корнями уходят в Абрамцево. Спасибо. Я сегодня рассказал про диораму. Диорама – последний крупный проект Василия Дмитриевича Поленова. В наше время без нее невозможно себе представить музейную экспозицию. Поленов начал увлеченно работать над созданием диорамы в 76 лет, в то время, когда в России наступили тяжелые годы голода и разрухи, вызванных революцией и гражданской войной. И ребята слышали, я говорю, обратите внимание, я говорю, по сути обычные листочки развлечения, сначала для своих детей, потом для чужих. Диорама – воспоминания Поленова о многочисленных поездках по свету и одновременно подарок крестьянским детям. Это 3 десятка работ, темой которых стало кругосветное путешествие. Все работы двусторонние. С одной стороны, это гуашь, с другой – акварель, что дает при разнонаправленном свете удивительные эффекты. А на самом деле, какая там сложная образовательная функция сделана. Мир показать. Не просто показать мир. В маленький баварский городок мы приезжаем поздно вечером. На утро нас будет странный и незнакомый звук. Мы выглядываем в окно и видим, у дверей гостиницы стоит почтовая карета-дилижанс, и кондуктор звуком рожка созывает всех путешественников. До проведения железных дорог путешествовать приходилось именно на таких каретах. Я также все это показывала, и по 15 сеансов в день я проводила. Потом чуть стала старше, пошла уже работать экскурсоводом в аббатство. Потом чуть стала старше, пошла работать экскурсоводом в Большой дом. Абсолютно нативно, классно, легко. То есть не вот это тебе заставляет из-под палки в школе учиться. И заразил детишек Беховской деревни страстью к неведомому и к открытиям. Но такой способ передвижения был доступен лишь зажиточным людям, а люди небогатые, студенты, молодежь предпочитали путешествовать пешком, как это делали два великих поэта Германии – Гёте и Шиллер. Шиллер-Гёте из Германии. Да. Пожалуйста, там Сен-Бернар, собака святого Бернара, которая помогает ему в поисках. Пожалуйста, ты узнаешь скорость поезда, какие-то названия материков, самый северный город Италии, Венеция. То есть ты как бы вроде не вылезая из своей деревни, Бехова, ты сделал кругосветное путешествие, а еще узнал кучу интересной информации. Поленов сам написал авторский текст, сопровождающий показ диорамы, и с удовольствием демонстрировал его детям и взрослым. Путешествие Василий Дмитриевич пригласил нас на праздник, на Новый год. Каждый Новый год в самой большой и красивой комнате дома, библиотеке, ставится пушистая, нарядная красавица-елка. Сюда приходила раньше и приходит и сейчас много ребятишек. Помню, вчера ты рассказал про диораму, что вот он ее сделал для людей,
То есть он обучил, и после этого, это мне уже вчера Якуб сказал, говорит, а ты понимаешь, что любой мальчик, который послушает, там, условно, некого Петю, захочет потом выучить наизусть, чтобы он тоже, например, там читал, чтобы что-то узнавал. Представляешь, среди детей же всегда есть конкуренция. Если ты выучишь наизусть, может быть, тебя выберут рассказывать. И вот это, и все учили, и знали наизусть. Здесь столько детей, какой-то мы сегодня заметили, кто там, детеныши какие-то косили, да, что-то вы там снимали. Да. То есть, как бы это, ну, круто прививать, ну, любовь к труду. Вы понимаете, дело в том, что здесь нету никакого искусственной составляющей, потому что мы живем здесь в неком таком замкнутом пространстве. Родители приводят на работу в музей своих детей. Я сама начала работать в музее, когда мне было 8 лет, потому что я была, в общем, маленькая, и проводя здесь лето, проводя здесь свои каникулы, естественно, мои родители хотели меня пристроить к чему-то, для того, чтобы я там приносила какую-то пользу и что-то делала. Диораму, так же, как маленький Петя. Я также водила экскурсии, я также все это показывала. То есть перед тем, как покрасить, надо все вынести? Нам за это родители платили деньги, в общем, мы получали свой небольшой гонорар, который нам позволял там что-то себе купить в конце лета. Поэтому, когда мне было 8 лет, я выучила диораму, так же, как маленький Петя. Находясь здесь, ты понимаешь, что, ну, помимо того, что ты на зубок вызубрила эту диораму, и сейчас уже много лет прошло, и разбуди меня ночью, я могу в любой момент начать с любого места, но помимо этого ты, как бы у тебя нет выбора, ты должен обязательно помогать общему делу. И так растут все дети. То, что вы увидели, что подросток там косит траву, это потому что, во-первых, ему нужны карманные деньги, и он хочет работать, а во-вторых, потому что все, кто живут здесь и проживают здесь на территории усадьбы, работать обязаны. Кажется, таких маленьких дел, ничего как бы, не значащих в глобальном масштабе, получается удивительное место, обладающее потрясающей притягательной силой. Не надо с утра думать, как я преобразую человечество. Ты просто как маленький принц обойди планету и выпалывай баобабы. Поленов обожал Лермонтова. Как композитор-любитель он написал ряд романсов на его стихи. Он мечтал написать картину, иллюстрирующую стихотворение «Желание». Не вышло. Зато такую картину написал Васнецов, и Поленов, увидев ее на выставке передвижников, работу собрата приобрел. В кабинете Василия Поленова 2 музыкальных инструмента – физгармония и пианино. Да, художник любил музыку. Я отлично играл сам. В доме часто звучала музыка. Поленов, как человек эпохи Возрождения, интересовался разными искусствами и науками. И поэтому не только играл, что было вполне естественно для дворянина XIX века, но и сочинял музыку. Так, на либретто Саввы Ивановича Мамонтова он написал оперу «Призраки Эллады», которая была даже однажды исполнена на сцене Большого зала консерватории в 1906 году. Суворов Якуб, солист творческого объединения «Овертон», член Союза концертных деятелей, лауреат международных конкурсов. Поленов так сильно вдохновляет на какие-то действия, на что-то творческое, что очень захотелось исполнить русскую народную песню, но, к сожалению, не то произведение, автором которого является Поленов, потому что он писал такую больше хоральную музыку, и я все-таки один за все 4 голоса не смогу спеть, поэтому пусть это будет русская народная песня «Вижу чудное приволье».
Я не буду строить из себя какого-то суперумного товарища. Я скажу, что я честно не знал, кто такой Поленов до этой поездки. И я был поражен тем, что это за человек, как много он сделал для русской культуры и для страны в целом. Скольких потрясающих авторов он нам подарил, сколько он сделал для людей, которые его окружают, и вообще в целом для истории. Мы сегодня общались с Натальей Николаевной, хранителем музея, и вашей мамой. Она сказала гениальную вещь, которая меня очень тронула. Я же такой хитрый. Я говорю, слушайте, а что самое главное вот вообще во всей этой истории? Ну вот если так отбросить, там, что 128 лет здесь живут Поленовы, что там 17-й год пережили, там репрессии, войну, вот что все это сохранилось, осталось. И она говорит, вы знаете, Лев Львович, на самом деле, говорит, мы живем в удивительное время. В век фальсификата, когда фальсифицируется еда, уже становится геномодифицированная, любовь подменяет словом отношения. Столько всего не настоящего, говорит, а дом это настоящее, это подлинное, где ухаживают за взрослыми, где присматривают за детьми, дают им работу, где есть преемственность поколений, где есть невероятная щедрость и доверие. В век фальсификата дом Поленова – это то, что остается настоящим. Не только потому, что здесь подлинные артефакты, антикты, там, картины висят, настоящие предметы мебели, а в том, что здесь живут подлинные люди, настоящие. Конечно, я много раз слышала эту позицию Натальи Николаевны, и я считаю, что для нее она самое главное. Конечно, это то, что держит ее на плаву, это ее, так сказать, годами сформированное ее мнение. И это очень для нее действительно весомо, она держится за это. Я знаю, что я буду делать все для того, чтобы так сохранилось, потому что это именно дорого для нее. И даже когда Наталья Николаевна, так сказать, уже не сможет присутствовать в жизни музея, я буду помнить о том, что это было для нее главнейшим, и я буду за это бороться. Ты войди в дом. Вот если тебе хочется летать, вот если тебе хочется просто целовать каждую ступеньку, все в порядке. Если ты входишь, и тебя корежит, вот все не так, все. Брось эту идею. Это не твое. Моя жизнь не будет прежней после посещения усадьбы Поленовых, потому что я осознал, насколько сильная вот эта вот природа, энергия, как она может влиять на человека. И могу сказать, что вот это вот познание у меня началось как раз вот с усадьбы Поленовых. Поленовы – это все-таки такой очаг просвещения, который уникален в каком-то смысле. Я не был готов к такому потрясению, потому что для меня открылось удивительное место. Оно находится недалеко. Это место силы, место вдохновения. Я поражен семьей Поленовых, которые до сих пор чтят традиции, сохраняют искусство, притягивают новых творческих людей, содержит эту огромную усадьбу. И очень много людей не может сюда доехать. Они не могут доехать, потому что они живут в других странах. Они помнят о том, как их прекрасно принимали мои родители когда-то, или просто они здесь оказались в этом доме. Они помнят, какая была здесь чудесная атмосфера, как здесь было прекрасно. Но они уже сейчас, например, не могут сюда попасть, потому что они рассеяны по миру, или, может быть, у них как-то ограничена возможность передвижения. Я стал
по-новому открывать для себя страну, в которой я живу, которую я люблю, людей, которые в ней находятся и творят. И я считаю, что вот эти вот лучи, опять же, возвращаясь к ним, или волны, или посылы просвещения, посылы вот этого культурного наследия бесценного и тень вот этого замечательного, уникального, потрясающего человека, вы знаете, это очень хороший человек. Не потому, что это мой родственник. Василий Дмитриевич удивительный человек, действительно магнит, который собирал всех и все, цитадель искусства, творчества. Это просто вот если посмотреть вообще на всю историю искусства конца 19-го, начала 20 века, таких добрых, хороших, щедрых, при этом образованных людей, как Поленов, их практически нет. То, чему мы научились, то, что мы увидели, будучи в Поленово и услышав от семьи, от его родственников, я считаю своим долгом рассказать о том, что я увидел, что этот человек сделал и оставил после себя. И я могу сказать, что я хвастаюсь этими знаниями. Ты знаешь, вот самое главное даже не знание, а ощущение. Я когда увидел вот эту Уборову гору, когда я там собирал цветы для букетов, которые создавал непосредственно для поместья, у меня там просто снизошло какое-то, не то что вдохновение, а какой-то свет низошел, и это так глубоко во мне, я так проникся глубоко этим светом, что не переставал создавать букеты в стиле вот этих вот трав, цветов, которые я там собирал. У каждого есть обязательно что-то, то или это. И есть гениальные художники, есть гениальные люди, но им чего-то не хватает. Поленов не такой гениальный, как Врубель, бесспорно. Понимаете, Поленов не такой, может быть, выдающийся антрепренер, как Дягилев, или там, понимаете, не такой выдающийся композитор. Но при этом это очень хороший человек, который жил в этом доме и жил не для себя, а все время жил для других. Мне бы очень хотелось оказаться в то время, когда жил Василий Дмитриевич, и побывать в этих кругах, познакомиться с этим огромным количеством потрясающих, знаменитых людей. Хочу сказать, теперь я знаю, кто такой Поленов. Прям вот реально знаю и понимаю, что такое меценатство, и вот эта вот удивительная история про то, почему их усадьба не сгорела во время войны, да, говорит о многом. Здесь можно думать, придумывать, но то, что их усадьба уцелела, то, что они сделали для простых людей, это, конечно же, заслуживает любого такого уважения людей со стороны. Я узнал, что есть люди, которые работают не только, знаете, в больших масштабах. Это очень здорово, когда человек дарит людям новых авторов, новые какие-то взгляды, которые он привез из-за границы. Но и это потрясающе, когда человек вокруг себя, для своей семьи, для людей, которые его окружают, для соседей, для крестьян, которые были вокруг него. Вот для тех людей, которые в прямом смысле этого слова рядом с ним, он делает в таких же равных пропорциях, сколько и для всей страны, и для народа в целом. Это просто потрясающе. А то вы знаете, как бывает, человек жертвует какие-то там миллионы на благотворительность, а в собственном подъезде не может лампочку вкрутить. Вот здесь такая ситуация, что человек делал и то, что близко к нему, в физическом и в каком-то моральном плане, и то, что далеко, и что-то необъятное, как страна в целом. И мне кажется, что очень важно, чтобы Поленова не прекращала, а наоборот только наращивала вот эту вот, понимаете, вот эту вот экспансию, если можно так сказать, такую культурную экспансию. Это как раз то место, где можно развивать себя как художника. Все для этого есть. И атмосфера, и люди, и природа, и чай с самоваром. Все это есть там. И я думаю, что в следующем году я обязательно туда поеду для поиска творческого своего начала. Я могу сказать, что компания, в которой мы поехали, она была просто потрясающей. И клянусь, что поездка в Поленово была одним из лучших воспоминаний этого лета. Из-за людей, которые были, из-за дороги, которая у нас была, из-за людей, которые нас там встретили. Это в усадьбе Поленова и вообще, в принципе, семьи Поленова. И я считаю, что это очень здорово, и нужно знать, любить культуру
и путешествовать по стране. Я еще раз, безусловно, еще раз бы приехал в музей и прогулялся по этим полям, посмотрел бы, заглянул бы в эти окна, эти совершенно шикарные виды. Не хватает слов, чтобы описать всю эту красоту. Да, это очень уютный дом. И да, это очень важно, что мы окружены подлинниками. Но этого недостаточно для сегодняшней ситуации и для сегодняшней расстановки приоритетов и вещей. Мне кажется, что важно, чтобы Поленово еще сохраняло свой статус и наращивало такого действительно очень мощного культурного центра. Друзья, мы приглашаем вас в музей-усадьбу Поленово. Пока все открыто, я думаю, что просто самое срочное, что нужно сделать, купить билеты. А перед этим можно поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик. Ну и самое главное, что вы можете сделать для того, чтобы поддержать российскую культуру, музей-усадьбу и штаб культуры, отправьте это видео вашим друзьям, которым она будет интересна. Спасибо. Да? Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Семья Поленовых – один из древнейших русских родов, известный как минимум с XVI века. Десятки поколений Поленовых служили Отечеству, как дипломаты, юристы, доктора, моряки. Василий Дмитриевич как художник и просветитель, а его прямые потомки – как хранители его наследия и продолжатели его дела. Они сохраняют для нас музей-заповедник, поддерживают в нем активную художественную жизнь и приглашают вас в гости. Как потомки назовут нашу эпоху? Время потрясений? Эра фейков? Вряд ли это название будет лестным. В эти непростые годы, когда слова искусство, образование, традиция либо забыты, либо опошлены, встречаются, редко, но встречаются, такие островки, заповедники, где хранится то, без чего невозможно будущее. Это наша культура. Один из подлинных штабов культуры стал Поленово, уцелевший в бурях прошлого века и не ставший всего лишь музеем. Огонь в очаге горит до сих пор. Семья Поленовых на своем месте. Со всего мира к ним едут художники и поэты. А это значит, что летопись продолжается. Приезжайте и вы в Поленово, вам там будут рады. Поверьте, в Поленове прекрасно в любое время года. И, кстати, подписывайтесь на канал Штаб культуры. Откладывайте дела и приезжайте в гости. Если вы досмотрели это видео до конца, вы на самом деле культурный человек. Мы сознательно не перегружали этот выпуск рекламными вставками, чтобы не мешать просмотру. Однако, создание этого фильма потребовало большое количество усилий и ресурсов, за которые штаб культуры Во Львовича бесконечно благодарит наших партнеров. Транспортную компанию «Карсбук», которая бережно доставила нас из Петербурга в Тульскую область и обратно. Загородный клуб «Гуляй город», который гостеприимно разместил всю нашу команду. Русский музей за возможность организации съемок, концертный зал «Колизей», администрацию сотрудников мемориального музея Василия Дмитриевича Поленова и даже частное лицо меценат из Норвегии. Инна, привет! Отдельное спасибо хочется сказать компании Евротехгрупп. Это поставщик редукторов, лебедок и гидравлических систем по всей России, которая оплатила монтаж этого фильма. Традиционно ссылочки на все информационные ресурсы наших партнеров внизу в описании. Там же вы сможете найти ссылочку на мой инстаграм, где всегда публикуется много нового и интересного. Подписывайтесь. До новых встреч. Мне кажется, нормально. So take me